Вы можете не подозревать об этом, но одно из самых сильных лекарственных растений может прямо сейчас стоять у вас на подоконнике. Его часто считают обычным декоративным цветком, дарят на праздники, переставляют с места на место и даже не догадываются, что перед ними настоящий домашний лекарь, проверенный временем, народной практикой и медициной. Речь идет о каланхое, растении, которое в народе называют живой аптекой, домашним доктором и даже хирургом без ножа. Каланхое – это суккулент, растение, которое в природе растет в условиях жары и засухи. Его родина – тропики Африки, Азии и Мадагаскара. Там оно научилось выживать, накапливая влагу и полезные вещества в своих мясистых листьях. Именно эта способность сделала каланхое таким ценным и для человека. В Европу растение попало в XIX веке и очень быстро стало популярным не только как декоративное, но и как лечебное. В Советском Союзе каланхое официально использовалось в медицине, в хирургии, стоматологии, отоларингологии. Его сок применяли для обработки ран, ожогов и воспалений. Важно понимать, что не все каланхое одинаково полезны. Лечебными считаются в первую очередь каланхое перистое и каланхое дегримона. Именно у этих видов листья плотные, сочные, а по краям часто появляются маленькие детки. Те красивые цветущие каланхое, которые часто продаются в магазинах, в основном декоративные и выраженными лечебными свойствами не обладают. Секрет каланхое кроется в его составе. В листьях растения содержатся флавоноиды, органические кислоты, полисахариды, витамин С, микроэлементы, дубильные вещества и природные антисептики. Все это вместе дает мощный, но мягкий эффект. Каланхое действует противовоспалительно, ускоряет заживление тканей, подавляет рост бактерий и помогает организму восстанавливаться. Одно из самых известных свойств каланхое – способность заживлять раны и повреждения кожи. Его применяют при порезах, ссадинах, ожогах, трещинах кожи, а также при плохо заживающих ранах. Свежий лист можно просто разрезать и приложить мякотью к поврежденному месту. Каланхое снимает воспаление, уменьшает боль и ускоряет регенерацию. Недаром в народе говорят, что если дома есть каланхое, то аптечка нужна гораздо реже. Не менее известно каланхое как средство от насморка. Его сок при закапывании в нос вызывает активное чихание, благодаря чему носовые ходы очищаются от слизи, уменьшается отек и становится легче дышать. Однако здесь важно соблюдать осторожность. Для детей сок обязательно разводят водой, а для взрослых используют в умеренных количествах. Каланхое не лечит причину болезни, но помогает организму быстрее справиться с симптомами. Каланхое также применяют при воспалениях полости рта. Полоскание соком, разведенным водой, помогают при стоматите, воспалении десен, гингивите и пародонтозе. Растение мягко обеззараживает слизистую и ускоряет ее восстановление. При разумном и умеренном использовании каланхое может поддерживать иммунитет. Оно помогает организму быстрее восстанавливаться после болезней, снижает воспалительные процессы и повышает общий тонус. При этом каланхое не является чудо-средством и не заменяет лечение, но может быть хорошим природным помощником. Чтобы каланхое приносило максимальную пользу, его нужно правильно подготовить. Для получения сока листья обычно срезают, промывают и помещают в холодильник на 5-7 дней. Считается, что в этот период растение активизирует свои биологически активные вещества. После этого листья измельчают и отжимают сок. Для наружного применения его используют в чистом виде, а для закапывания в нос или полосканий обязательно разбавляют. Выращивать каланхое дома очень просто. Оно любит свет, не требует частого полива и спокойно переносит сухой воздух квартир. Главное правило – не заливать растения. Избыток воды для каланхое гораздо опаснее, чем ее недостаток. Размножается оно легко, а значит, со временем один куст может превратиться в целую домашнюю зеленую аптеку. Несмотря на натуральность, каланхое имеет и противопоказания. Его не рекомендуют использовать внутрь без консультации специалиста, особенно при беременности, заболеваниях печени и склонности к аллергии. Для детей любые средства на основе каланхое применяют с осторожностью и в разбавленном виде.
Сегодня, в мире таблеток и синтетических препаратов, каланхоэ остается удивительно простым и доступным лекарственным растением. Оно не требует рецепта, недорого и растет прямо у нас дома. Это напоминание о том, что природа часто дает нам все необходимое, если мы умеем видеть и использовать ее дары с умом. И в конце хочется сказать вот что. Если у вас дома уже растет каланхоэ, возможно, вы смотрите на него совсем другими глазами. А если нет, может быть, именно сейчас самое время дать этому растению место на вашем подоконнике. Оно не просит многого, но может дать очень многое. Если вам близка тема природных растений, живой силы трав и простых, проверенных временем знаний, поддержите это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставайтесь с нами. Здесь мы вместе открываем мир растений, которые помогают человеку жить в гармонии с природой. До встречи в следующих видео.